Христианская притча гласит: «Любовь сильнее смерти». Так бывает часто, но не всегда. К сожалению, вернуться с того света живым удается единицам, да это по неведомой воле Всевышнего. И как бы ты ни любил человека, если он уже перешел незримую черту, разделяющую два мира, вернуться оттуда уже невозможно. Историю, произошедшую в нашем поселке, можно назвать истинным чудом, небылицей, кому-то даже покажется выдумкой или сказкой. Считайте как хотите, только жизнь любит упрямым скептикам преподносить удивительные сюрпризы, чтобы хоть немного заставить человека поверить в чудо. Но все события происходили на самом деле, и в них нет ни капли лжи. Но разве только изменены истинные имена героев? В нашем поселке жила молодая красивая девушка, которую звали Олеся. Она рано потеряла обоих родителей, поэтому проживала одна в маленьком доме у края леса. Несмотря на свои ранние несчастья, Олеся не стала диким зверьком, не замкнулась у себя в доме. Девушка всегда улыбалась, в селе ее называли солнышком. Где Олеся, там никого не обидят. Никто и никогда от нее не слышал осуждений, сплетен, злых слов или ругани. Все мужчины и парни села были тайно в нее влюблены. Вернее, в женский образ, который несла в себе прекрасная девушка Олеся. Каждый мужчина искал в лесе то, что хотел видеть в своей избраннице: веселый нрав и летящую походку, звонкий голос и заливистый смех. А как пела Олеся? Бывало, выйдут мужики поутру к реке рыбку половить, а тут над рекой ее голосок легкий, звонкий, как само небо. И летит песня над водой белой птицей, пока сосновый лес вдали не повторит эхом. Замолкали мужики, кто-то свою молодость вспоминал, подружек непутевых. Кто-то о прошедших годах сожалел, об ушедшем счастье. Кто-то мечтал о будущем, где непременно все будет хорошо. Вот так наша Олеся могла зачаровать своими дивными песнями. Почему могла? Потому что ушла она от нас. Промелькнула мимолетом, оставив только память о себе. Случилось это так же внезапно, как вспыхивает яркая звезда по темному небосклону и гаснет. В тот вечер заходило солнце, окрасив дома кроваво-красным закатным цветом. Что-то зловещее виделось в этом вызывающем оттенке заката, и все жители почувствовали: не миновать беды. Так и случилось. Олеся вышла вместе со всеми встречать из стада свою кормилицу Зорьку. Постоянный спутник дворовый пес Тошка вертелся под ногами, пытаясь с деловым видом помочь молодой хозяйке. И вдруг произошло что-то невероятное и совершенно необъяснимое. Олеся, стоя у забора, вдруг побледнела, по лицу ее пробежала невероятно злая гримаса. Она вскрикнула и рухнула, как подбитая голубка. Бабы-соседки, увидев падение девушки, прибежали, засуетились вокруг, закудахтали как куры. Кто-то пытался привести ее в чувство, хлопая по белым без единой кровинки щекам. Кто-то побежал вызывать скорую помощь, но так и не вспомнил ее отчество и возраст. Две женщины взялись делать искусственное дыхание и вращали ее руки, как это делают утопшим. Приехавшая наконец машина скорой констатировала смерть. Олеся так и не пришла в себя. Это было больше, чем гром в январе или снег в июле. Так все стремительно случилось. Никто даже не успел понять, от чего, за что. Такая чистая девушка. И вдруг среди бела дня на глазах у всех вмиг скончалась. Кажется, Господь прогневался на всех нас и забрал у нас эту светлую девочку, наш песенный колокольчик. Никто теперь не услышит ее звонкого голосочка. Ее небесно-голубые глаза никогда не будут дарить надежду и радость, они закрылись навсегда. Несправедливая смерть вырвала ее у нас, оставив лишь огромную кровоточащую рану в наших душах. Олесю и при жизни все любили и ценили, а теперь, после смерти, каждый стоял и думал, насколько осиротела его душа без этой солнечной девушки. Провожать Олесю в последний путь вышла вся деревня. Ни один человек не улыбался. Бабы плакали, утирая красные носы кончиками черных платков. Мужики и парни серьезно хмурились, но наедине, отвернувшись, утирали одинокую слезу. Подруги, ребятня ревели навзрыд. Горе было общим, провожали родного для всех человека. Даже солнце спряталось за облака, чтобы не раздражать своими палящими лучами и без того несчастных людей. Ветер стих, река, обычно громкая и звонкая, сегодня шептала, будто ждала, когда запоет Леся. В нашей деревне есть обычай всех незамужних девушек, умерших до срока,
хоронить в свадебном платье. В гробу Олеся лежала в пене из белых кружев. Так и останется она вечной невестой. Смерть забрала ее от нас, не дав ей расцвести в полную силу. Такая молоденькая и такая красивая. Шептались бабы в толпе, смахивая слезы. Жила бы еще, детишек нарожала, и нам светила, как солнечный лучик. Теперь, погляди, солнышко наше в гробу лежит, бледнее фаты. Печально было смотреть на горе людское, а еще горестнее было видеть Лесю в гробу. А она лежит, будто живая и вроде немного улыбается. Только цвет лица выдает смертную бледность. Так и слышится ее голосок, словно всех нас она успокоить хочет. Не горюйте, мои дорогие, не тоскуйте обо мне, не плачьте. Я останусь с вами, пока помнить будете меня. Не печальтесь, Господь меня к себе забрал. Но дальше произошло такое, что мы все только ахнули от возмущения и неожиданности. Тот самый дворовый пес Тошка, что постоянно сопровождал Олесю, куда бы она ни шла, взял, да и запрыгнул прямо в гроб. Лег покойнице на грудь и стал лизать ей лицо, как будто хочет ее разбудить. А по собачьей морде текут настоящие слезы. Мужики стали прогонять пса, мол, куда ты запрыгнул, пошел прочь. Не живая она теперь, с ума ты сошел. Многие просто в оцепенении стояли и наблюдали, как собака, потеряв разум, металась среди людей, не понимая, зачем хозяйку уложили в ящик, почему она не двигается, не гладит по морде, не дает вкусный кусочек, почему все вокруг плачут. Несчастное животное решило действовать, пока все стояли вокруг. Тошка пролез сквозь ноги и сам позвал хозяйку, как он это делал по утрам. Его сгоняли много раз. Пес послушно спрыгивал с покойницы, обходил вокруг толпы и снова нырял под ногами, запрыгивал на грудь Леси и без остановки лизал лицо умершей. Фельдшер с 50-летним стажем Алекс, проработавший в нашей больнице всю жизнь, заподозрил что-то и сказал: «А ну, пес, да и я с твоей хозяйкой попрощаюсь». Подошел к гробу, взял девушку за запястье и обомлел. А потом приложил 2 пальца на шею, где бьется пульс. «Не может такого быть», — прошептал себе под нос старый доктор. Тут люди уже заволновались. «Что ты там бормочешь, старик? Говори громче. Что там произошло?» Старик еще раз проверил, не почудилось ли ему все. Нет, пульс очень слабый, но был. Тоненькая жилка на шее билась под пальцами. Алекс по врачебной привычке, будто перед ним весь его больничный персонал, заревел басом: «Звоните в скорую помощь, срочно! Пусть высылают реанимобиль! Жива наша Олеся! Жива!» Как же обрадовались односельчане! Все стали обниматься, поздравлять друг друга. Старый фельдшер оказался прав. Девушка не умерла, а впала в глубокую кому по невыясненной причине. А мы чуть не похоронили наше солнышко почти живой. И только пес Тошка сумел понять, что жизнь еще есть в этом почти бесчувственном теле девушки. Только он своим собачьим любящим сердцем смог дать Олесе единственный шанс выжить. Лесю положили в районную больницу, в реанимацию. Она лежала там долго, а мы все односельчане переживали за нее, молились, чтобы Господь, если дал этот шанс, то не забирал от нас Олесю. Ведь она так мало пожила на этом свете, и так много могла бы сделать. Наши молитвы были услышаны. В один день она пришла в себя, как та спящая царевна из сказки. Проснулась, будто и не было ничего. Улыбнулась и удивилась, что мы все вокруг нее собрались. А потом рассмеялась своим заливистым смехом, которого нам так не хватало. Долго еще восстанавливалась Олеся после больницы. Верный пес всегда был рядом, охранял свою хозяйку. А когда она выходила подышать воздухом на крылечко, Тошка пристраивался у ног, клал свою лохматую голову ей на теплые ладони. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания!